связи с последними событиями авторы любых политических комментариев вне зависимости от контекста будут забанены без предупреждения. У автора канала есть свое мнение по поводу сложившейся ситуации, но оно обсуждается в узком кругу и здесь озвучено не будет. В период с февраля 1972 года по декабрь 1973 года в окрестностях Санта-Розы, небольшого городка в Северной Калифорнии, примерно в часе езды к северу от Сан-Франциско, произошла серия жестоких убийств. Все жертвы были женского пола, обладали миниатюрным телосложением. Их возраст варьировался от 12 до 24 лет, однако убийца всех их мог принять за ровесниц. В последний раз каждую из них видели путешествующими автостопом или пытающимися поймать попутку. А их останки были обнаружены в окрестностях Санта-Розы. Большинство из них были задушены, некоторые более сложными способами, чем другие. При этом были найдены все тела, кроме одного. Следующие пару лет следователи потратят, пытаясь найти виновных в этих жестоких преступлениях, в конечном итоге предположив лишь, что за убийствами стояло одно лицо или группа лиц. Они подбирали молодых автостопщиц, убивали их и затем сбрасывали тела с насыпи дорог в районе Санта-Розы. Из-за силы, необходимой для того, чтобы бросить жертв туда, где они были найдены, считалось, что все это совершил физически сильный мужчина, или по крайней мере два мужчины, действовавшие в тандеме. Как вы слышали в предыдущей серии, в 1975 году был опубликован профиль убийцы, в котором утверждалось, что это был молодой человек в возрасте около 30 лет, который страдал психическим заболеванием и в детстве мучил животных. Будучи одиночкой, этот молодой человек, вероятно, обижался на женщин из-за своей властной матери, и, вероятно, во взрослом возрасте у него развился комплекс спасителя, полагая, что он делает миру одолжение, убивая молодых женщин. Также предполагалось, что этот человек на самом деле был довольно хитрым, оставляя своих жертв так, чтобы их обнаружили, в надежде, что это продлит их непрерывную игру с полицией в кошки-мышки. В том же году были опубликованы подробности этого психологического профиля. Через Федеральное бюро расследований начал распространяться отчет, в котором утверждалось, что смерти 6 убитых девушек из Санта-Розы, а также 7-й, Джанетка Махели, тело которой так и не было найдено, на самом деле были связаны с 8 другими женщинами из окрестностей. Тела этих женщин также были брошены с насыпи, смерть наступила в результате похожих причин, да и вообще была масса других совпадений. Это 3-я серия нашего сериала про убийство автостопщиц в Санта-Розе. Ссылка на 1-ю и 2-ю серии доступна в описании. Если вам понравится эта серия, то напишите об этом в комментариях, поставьте серии лайк, а также не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход следующей серии. Во вторник, 29 мая 1973 года, проезжавшие автомобилисты обнаружили тело молодой женщины в кустах возле въезда на бульвар Аргуэлла в парке Сан-Франциско под названием «Золотые ворота». Молодая женщина, у которой были темные волосы и карие глаза, на вид около 30 лет, была задушена собственным лифчиком, который все еще был обмотан вокруг ее шеи, когда ее тело было обнаружено. Это будет единственный предмет одежды, обнаруженный на месте преступления. Однако на момент ее обнаружения на женщине была религиозная подвеска и пара сережек, и позже полиция установила, что ее сбросили с проезжей части на несколько футов в кусты, где позже и было найдено ее тело. Позднее эта женщина была идентифицирована как 20-летняя Роза Мария Васкес, которая работала оператором клавишного перфоратора в больнице общего профиля Леттерман в районе Сан-Франциско под названием Президио. Роза жила со своей соседкой по комнате Фрэнсис Алмазан на Буш-стрит в Сан-Франциско, примерно в 4 милях от того места, где было найдено ее тело. В последний раз Фрэнсис видела Розу за 3 дня до этого, в субботу, 26 мая 1973 года. Девушка уезжала домой на праздничные выходные. Фрэнсис обратилась в полицию с заявлением об исчезновении за день до обнаружения тела, поэтому девушку удалось опознать так быстро. К сожалению, по делу об убийстве Розы так и не было получено достаточно улик. Через несколько дней о нем и вовсе забыли, из-за волны нахлынувших на Сан-Франциско ужасных убийств. Менее чем через 2 недели, 10 июня 1973 года, в юго-восточном районе Сан-Франциско, известном как Бэйвью, было найдено тело еще одной молодой женщины. В то воскресенье пара детей играла на пустыре по проспекту Гальвес. Этот пустырь был завален мусором и брошенными предметами, несмотря на знаки местного департамента здравоохранения, запрещающие свалку. Как раз там и было обнаружено тело молодой женщины с явными признаками удушения.
Ивонна Куилантанг, 15-летняя девушка из Бэвью, была очень заметной местной девушкой. Ивонна училась в средней школе, где у нее было много друзей, и она была очень популярна. По словам ее невестки, Дарлин, заработав репутацию довольно кроткой и застенчивой, Ивон только начала вылезать из своей раковины за год до произошедшего. Однако, несмотря на это, Ивонне не были чужды трудности. Она выросла в неполной семье. Отец работал очень далеко от дома, а мать была не способна позаботиться о дочери. По этой причине ее взяли в приемную семью, в которой она и жила на момент своей безвременной кончины. В последний раз Ивонну видели в субботу, 9 июня, за день до того, как ее тело было найдено, примерно в 2,5 милях от дома. Она получила телефонный звонок от кого-то, прежде чем сказать своей приемной сестре, что направляется в ближайший магазин, чтобы забрать некоторые вещи. В последний раз свидетели видели, как Ивонна шла в противоположном направлении от магазина, что заставило семью поверить в то, что она планировала встретиться с кем-то в тот день. Но с кем и зачем, неизвестно до сих пор. Когда полицейские начали расследование, они обнаружили, что жертва, 15-летняя Ивонна, на момент смерти была на 7-м месяце беременности. Покопавшись в ее личной жизни, они обнаружили, что она встречалась с парнем из армии, который в момент убийства находился в штате Миссури. В то время как она надеялась в конечном итоге выйти замуж за этого молодого человека и обеспечить достойную жизнь для своего ребенка, чего у нее самой никогда не было, стало известно, что их отношения распались. А затем она встретила мужчину из Сан-Франциско, который, как выяснилось, и был отцом ее будущего ребенка. Полиция в конечном итоге потратит много ресурсов на расследование в отношении обоих этих мужчин, а также попытается узнать, с кем Ивонна разговаривала по телефону незадолго до своей смерти. Следователи не решались связать убийство Ивонны с убийством Розы Васкес, совершенное за пару недель до этого. Они якобы не находили совпадений между этими двумя делами. Менее чем через месяц в районе Большого Сан-Франциско будет обнаружено еще одно тело, на этот раз в Дейли-Сити, примерно в 10 милях к югу от самого Сан-Франциско. Полиция предполагала, что молодая женщина, жертва, на которой не было ничего кроме тонкого золотого ожерелья, была убита в другом месте всего за несколько часов до обнаружения. Затем ее обнаженное тело было брошено за пределами спортзала средней школы Бенджамина Франклина, которая была обнаружена во время плановой проверки школьной территории рано утром в понедельник, 2 июля 1973 года. Эта молодая женщина, на вид которой было от 20 до 25 лет, по-видимому, была задушена либо рукой, либо предметом одежды или, например, подушкой. Основываясь на информации, полученной в последующие дни, следователи смогли быстро установить личность жертвы. 16-летняя Анджела Томас выросла в Белтоне, штат Техас, но в подростковом возрасте какое-то время жила в Сан-Франциско из-за военной карьеры ее отца. Вернувшись в Техас со своей семьей, родители Анджелы развелись, в результате чего она впала в депрессию и изо всех сил пыталась справиться с разрывом в своей личной жизни. В течение следующих нескольких лет она несколько раз бросала школу, и, похоже, после этого так и не смогла восстановить ориентиры в своей жизни. Стремясь поднять настроение своей дочери, отец Анджелы организовал ей поездку в Сан-Франциско тем летом, где она могла бы провести несколько недель с друзьями, которых она там завела. Он просто надеялся сделать приятное своей дочери, дать ей почувствовать вкус независимости и приподнять ей настроение перед предстоящим учебным годом. В середине июня 1973 года Анджела вылетела в Сан-Франциско, где навестила друзей, с которыми она познакомилась много лет назад, но продолжала поддерживать с ними тесный контакт. Находясь там, она остановилась в семье военного, с которой ее родители подружились, когда они жили в этом же районе. Однако Анджела в конечном итоге проводила большую часть своего времени в Сан-Франциско, навещая друзей и других новых знакомых, с которыми занималась плаванием и верховой ездой. Анджелу Томас в последний раз видели в воскресенье, 1 июля, когда она провела день на пикнике с местным 19-летним молодым человеком. После этого они несколько часов катались на лошадях, а затем он отвез ее обратно в Сан-Франциско, высадив возле дома подруги, которая жила в районе Президио в Сан-Франциско. К сожалению, подруги Анджелы в то время не было дома, но она поговорила с матерью подруги, которая в итоге и рассказала обо всем полиции. В тот же вечер Анджела звонила семье военного, у которой она остановилась, и говорила им, что планирует остаться на ночь у своей подруги, которая также жила в Президио. Однако в дом этой подруги она так никогда и не попадет. Позже следователи предположили, что в Президио она, вероятно, столкнулась со своим возможным убийцей,
когда пыталась добраться автостопом до дома подруги. Теперь полиция уже начала объединять все 3 убийства в серию. Все 3 жертвы были латиноамериканского или филиппинского происхождения, были задушены, а затем их обнаженные тела были брошены в общественных местах. Все 3 были примерно одинакового роста и веса. И хотя их возраст отличался, это отличие было незначительным. Почти во всех ранних сообщениях об этих случаях жертвы описывались несколько старше, чем они могли быть на самом деле. На вид им было около 20 или чуть больше 30, так что вполне возможно, что их убийца тоже считал постарше. Несмотря на то, что на тот момент полиция не установила никаких связей с жертвами из Санта-Розы, в прессе высказывались предположения, что эти жертвы могли пытаться путешествовать автостопом незадолго перед убийствами. В воскресенье 15 июля 1973 года, менее чем через 2 недели после обнаружения последнего тела, в кампусе средней школы имени Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско было обнаружено еще одно тело. Труп женщины был сброшен в нишу между 2 зданиями и был обнаружен около 10:30 женщиной, присутствовавшей на демонстрации карате, которая наткнулась на него возле спортивных площадок школы. Молодой рыжеволосой женщине на вид было около 20 лет, и как и другие молодые женщины, убитые за последние 2 месяца, она была обнаружена обнаженной, а рядом не было найдено ни ее одежды, ни вещей. Единственным вещдоком, который полиция смогла добыть на месте преступления, оказалось украшение. Золотая серьга в форме рыбы все еще находилась в правом ухе женщины. Эта жертва, по-видимому, была мертва менее 24 часов на момент обнаружения ее тела, а смерть произошла от удушения. Следователи начали предполагать это еще до проведения вскрытия, а также начали публично высказывать предположения о том, что это дело могло быть связано с 3 другими молодыми женщинами, убитыми в предыдущие 2 месяца. Помимо того, что она стала 4-й задушенной жертвой менее чем за 2 месяца, она стала 2-й женщиной, обнаруженной на территории общеобразовательной школы. Когда полиция приступила к установлению личности жертвы и воспроизведению картины ее последних дней жизни, они обнаружили печальную и запутанную историю, которая не очень-то помогала ответить на интересующие их вопросы. Например, почему эта молодая женщина стала мишенью и была убита таким бессердечным способом. Нэнси Патрисия Гидли, 24-летняя девушка из Маунтин-Хоум, штата Айдахо, 4 года проработала в ВВС США в качестве рентгенолога. Во время своего 4-летнего призыва Нэнси служила на базе ВВС Гамильтон, недалеко от Сан-Франциско. За этот короткий период времени она влюбилась в местные красоты и надеялась снова вернуться сюда в ближайшем будущем. Нэнси уволили из ВВС в запас в начале 1972 года, но она вернулась в Сан-Франциско уже летом 1973 года. Истинные причины возвращения неизвестны до сих пор. За несколько недель до своей смерти Нэнси написала друзьям и семье, описав своего жениха по имени Кэрри, существование которого полиция так и не смогла подтвердить. Сегодня складывается впечатление, что Нэнси выдумывала большую часть своей жизни, включая не только своего вымышленного жениха, но и саму причину, по которой она поехала в Сан-Франциско. Нэнси сказала своим близким, что ездила в район залива, чтобы поучаствовать в паре свадеб, включая свадьбу молодой женщины, которая служила вместе с Нэнси на базе ВВС Гамильтон. Но когда полиция связалась с этой старой подругой Нэнси, та сказала, что не разговаривала с убитой несколько месяцев и вообще не планировала выходить замуж. Той частью жизни Нэнси, которую она придумала, была ее якобы работа в местной газете. Родным она писала, что работает внештатным писателем в Сан-Франциско Кроникл. Похоже, это был еще один вымышленный эпизод поездки Нэнси, который следователи так и не смогли объяснить. В ходе своего расследования полиция смогла обнаружить, что Нэнси прибыла в Сан-Франциско в четверг, 12 июля 1973 года, за 3 дня до того, как ее тело было обнаружено, и в тот же день зарегистрировалась в гостинице Родовой по улице Гири. Это был последний раз, когда Нэнси видели живой. Позднее полиция использовала предметы из красной вещевой сумки в ее комнате, чтобы опознать останки девушки. Почти сразу после обнаружения останков Нэнси Гидли репортеры и полицейские начали подозревать, что эти убийства были делом рук одного убийцы, возможно того, который ранее нападал на молодых автостопщиц. В то время полиция задавалась вопросом, ли эта череда преступлений быть связана с аналогичными преступлениями, совершенными примерно в часе езды на север, в Санта-Розе, где несколько молодых женщин, похожих по описанию на этих жертв, пропали без вести или были убиты в течение последних 1,5 лет. Впервые следователи начали предполагать, что эти 2 группы преступлений могут быть связаны, поскольку все молодые женщины были обнаружены при невероятно схожих обстоятельствах, включая пропажу одежды и драгоценностей.
И как это было в случае с последним делом в июле 1973 года, из уха жертвы вынули только одну сережку. В воскресенье 22 июля 1973 года тело молодой женщины было обнаружено в сельской местности округа Саттер, вдоль Pleasant Grove Road, примерно в 200 футах от линии округа Плейсер и примерно в 2 милях к востоку от шоссе 70. Тело обнаружил рыбак примерно в 6 утра. Оказалось, что это была еще одна молодая женщина латинского происхождения, в возрасте от 18 до 25 лет. Как и другие жертвы, она была довольно невысокой и миниатюрной, с каштановыми волосами и карими глазами. Однако, в отличие от других жертв, на ней были некоторые предметы одежды. Трусики бикини. А поблизости полицейскими была обнаружена ее юбка. На шее у девушки также была медаль Святого Кристофора, а также медальон «Христос в мире» и пара сережек. В отличие от других преступлений, эта молодая женщина получила почти 30 ножевых ранений. При этом вскрытие показало, что она получила 22 ножевых ранения в грудь и живот, и по меньшей мере 7 в левую руку. Полиция предположила, что она была убита за 2-4 часа до обнаружения ее тела и не была брошена в этом месте намеренно. При этом убийца, вероятно, не имел никаких конкретных знаний об этом районе или его окрестностях. Вероятно, просто обнаружил его в паре миль от шоссе 70 и посчитал, что он достаточно изолирован. Следователи также предполагали, что жертва была родом из соседнего Сакрамента. В итоге эта гипотеза окажется верной. 23-летняя Нэнси Дарлин Феузи проживала в Сакраменто со своим мужем Джеральдом и их 5 детьми в возрасте от 18 месяцев до 7 лет. Но в начале года рассталась с мужем. После этого вместе со своими детьми она переехала в многоквартирный дом, где она делила жилплощадь с 2 другими молодыми женщинами. В последний раз Нэнси видели живой всего за несколько часов до того, как ее тело было обнаружено, вместе с 2 ее соседками по комнате, Ритой и Донной, которые позже рассказывали полиции, что в тот вечер она пошла на вечеринку. Следователи смогли отследить ее местонахождение примерно за 3 часа до того, как ее тело было найдено, когда она ушла танцевать в местечко недалеко от Калифорнийского государственного университета, примерно до 2 часов ночи. Затем ее отвезли на угол 43-й улицы и 11-й авеню, где ее в последний раз видели идущей около 3 часов. Полицейские позже предположили, что она попыталась поймать попутку и была подобрана ранним утром ее возможным убийцей. Было определено, что Нэнси занималась сексом в течение последних 24 часов перед убийством, но полиция была уверена, что это не было связано с ее убийством. Полицейские смогли снять гипсовые слепки отпечатков обуви и шин с места преступления. Считалось, что автомобиль, который использовался для того, чтобы привезти ее тело, был довольно маленьким, размером с Volkswagen. Вероятно, в этом автомобиле должны были быть следы убийства Нэнси. Выступая перед прессой, сержант полиции Сакрамента Ларри Гастон и детектив Денвер Дункан заявили: «Миссис Феузи потеряла значительное количество крови. Транспортное средство, в котором ее перевозили, потребовало бы тщательной очистки для удаления следов крови». Несколько месяцев спустя, 7 ноября 1973 года, рядом со Стоу-Лейк в парке Золотые ворота в Сан-Франциско, было найдено еще одно женское тело. Обнаженное тело молодой женщины, которое было обнаружено прохожим около 14:30 в ту среду, было найдено лежащим лицом вниз, а ее одежда была разбросана в кустах поблизости. Было заметно, что перед смертью она сильно страдала. Руки были связаны за спиной, и следователи сразу заметили, что перед смертью она была изнасилована. Во время вскрытия женщины было отмечено, что она, по-видимому, была жестоко избита и задушена, и установить окончательную причину смерти было невозможно из-за травмы, полученной ею перед смертью. Этой молодой женщиной, личность которой была установлена в течение дня, была 21-летняя Лора Олбрайт О'Делл, которая проживала вместе со своей сестрой. Выпускница школы Лора пропала без вести за 3 дня до обнаружения ее тела. В последний раз ее видели в воскресенье 4 ноября. Тем временем, ее сестра отчаянно пыталась найти ее, поскольку Лора совсем недавно прошла курс психиатрического лечения. В связи с этим ее исчезновение сразу же вызвало много тревог. Публично полицейские заявят, что смерть Лоры, вероятно, не была связана с другими происшествиями в этом регионе. Однако, несмотря на это, следователи никогда не объясняли, почему, по их мнению, этот случай настолько отличается от остальных, несмотря на то, что это была 3-я женщина за последний год, которая была задушена, а ее тело было брошено в районе парка Золотые ворота. Утром 1 февраля 1974 года
Почти через 3 месяца после убийства Лоры О'Делл молодой человек зашел в квартиру, которую он делил с молодой женщиной и ее маленьким сыном в Мэрисвилле, Калифорния. Это был небольшой городок в округе Юба, примерно в часе езды к северу от Сакрамента. Внутри квартиры этот молодой человек по имени Джордж Бэй Стюарт обнаружит окровавленные останки молодой женщины, с которой он жил в одной квартире. Эта молодая женщина, все еще одетая в пропитанную кровью ночную рубашку, лежала в углу их общей гостиной, получив более 30 ударов ножом с длинным лезвием. Но не эти травмы привели к ее смерти. Она захлебнулась собственной кровью всего в нескольких футах от того места, где спал ее маленький сын, который, к счастью, не пострадал и был слишком маленьким, чтобы помнить какие-либо подробности того вечера. 19-летняя Бренда Кей Мерчант была привлекательной блондинкой и матерью 10-месячного мальчика. За год до этого, в 1972-м, она окончила среднюю школу Мэрисвилля. В последний раз Бренду видели живой накануне вечером, 31 января, около 18:00. Она ужинала со своим соседом по комнате Джорджем Стюартом. Вскоре после этого он покинул квартиру и не возвращался в течение примерно 9 часов. За это время его местонахождение, по-видимому, было установлено. Соседи вспоминали, что слышали громкие звуки, похожие на ссору пары, которые раздавались где-то между 9:30 и 22 часами. Сообщалось, что подобные крики раздавались и около 2 часов ночи, что предшествовало возвращению Джорджа в квартиру всего на 1,5 часа. Полиция нашла кровавый отпечаток руки на сетчатой двери квартиры, которая, по их мнению, принадлежала убийце. Они также обнаружили в квартире несколько кровавых отпечатков пальцев, которые, как они надеялись, смогут привести их к виновнику или виновникам этого гнусного деяния. Однако следователи так и не смогли найти никаких следов взлома, что заставило их поверить в то, что убийцей был кто-то из знакомых Бренды. Это указывало на то, что преступление было совершено либо по личным причинам, либо имело какой-то другой скрытый мотив. Сообщалось, что Бренда вместе со своим другом и соседом по квартире ранее была арестована за хранение марихуаны. Но оба мужчины были освобождены под залог, и никто не считал, что они имели какое-либо отношение к ее убийству. Хотя это убийство, как казалось, не имело никакого отношения к другим преступлениям в окрестностях, профилировщики ФБР позже сочтут его достаточно похожим, чтобы включить в свой отчет о потенциально связанных убийствах в этом районе. Неизвестно, почему именно они пришли к такому выводу, ведь это убийство практически не имело сходств с другими делами. Восьмое и последнее убийство, включенное в отчет ФБР 1975 года, это то, о котором известно меньше всего. Утром 29 сентября 1974 года пилот самолета, выполнявшего авиационно-химические работы, обнаружил тело, плавающее в реке Салинас, более чем в 2 часах езды к юго-востоку от Сан-Франциско. Молодая женщина, которая, по-видимому, погибла всего за день до обнаружения, похоже, была брошена в воду недалеко от Гринфилда, небольшого городка примерно в часе езды к юго-востоку от Монтерея. Позднее на этой неделе юная жертва будет опознана как 14-летняя Донна Мари Браун, ученица средней школы Алисал в Салинасе, которая, как сообщается, находилась на испытательном сроке на момент убийства. Местные газеты сообщали, что Донна ушла из дома около 2 часов ночи в тот день, когда было обнаружено ее тело, в воскресенье 29 сентября. У следователей появилось 4-часовое окно, события которого нужно было восстановить. Но они не смогли этого сделать из-за относительно тихого района, в котором жила Донна. К сожалению, расследование убийства Донны зашло в тупик почти сразу же, как только оно началось, поскольку полиция не смогла сузить круг подозреваемых на раннем этапе. Несколько месяцев спустя, когда полицейских спросили о том, может ли смерть Донны быть связана со смертью других девушек, шериф округа Монтерей капитан Генри Гилпин заявил, что исключать этого не следует. В феврале 1975 года ФБР выпустит отчет под названием «Нераскрытые убийства женщин. Анализ серии связанных убийств в Калифорнии и Западной Америке». В этом отчете предполагалось, что убийства этих 8 женщин были связаны до сих пор с нераскрытыми убийствами в Санта-Розе. Все эти случаи начали разворачиваться примерно в одно и то же время, причем случаи из Санта-Розы предшествовали этим делам как минимум на год, но у всех дел были общие черты. Убийства в Санта-Розе начались в начале 1972 года, а возможно раньше, если мы включим исчезновение Лизы Мишель Смит. Но их интенсивность начала спадать в первой половине 1973 года. Именно тогда убийства участились в других местах. Хотя причины смерти, казалось, различались у всех жертв, про которых было рассказано в этой серии,
У профилировщиков это не вызвало подозрений. Возможно, убийца намеренно путал следы, чтобы продолжить игру в кошки-мышки. Хотя трудно доказать, были ли эти преступления связаны между собой или связаны с преступлениями в Санта-Розе, стоит отметить, что они также остаются нераскрытыми спустя десятилетия, как и пара других дел в районе Санта-Розы, которые имели еще более сильное сходство с убийствами автостопщиц. Эти преступления, совершенные в конце 1970-х годов, спустя годы после того, как убийства в Санта-Розе и окрестностях прекратились, в конечном итоге создали для следователей еще больше вопросов, чем ответов. Но об этом мы поговорим в следующей серии. Поэтому не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить ее.